Акушер Александр впервые в жизни оказался в ситуации, когда судьба нанесла ему самый жестокий удар. На его руках, в стенах университетской клиники в Мюнхене, где он проработал более 20 лет, родился его собственный ребенок, без признаков жизни. За всю карьеру он принял более 500 родов, и каждая история заканчивалась рождением здорового младенца. Он привык к радости криков, к слезам счастья родителей, к первым вздохам жизни. Но сейчас перед ним лежал его сын, неподвижный и холодный, и это повергло его в полное отчаяние. Прошел час. Александр все еще находился на коленях рядом с новорожденным, не в силах поверить в случившееся. Слез больше не осталось. Его тело было словно парализовано. Его идеальный послужной список врача, его репутация, его гордость — все потеряло смысл в одну секунду. Ведь именно его сын, ребенок, которого он ждал всю жизнь, пришел в мир без дыхания. Он вспомнил, как впервые на практике держал новорожденного. Тогда он еще был студентом, руки дрожали, сердце колотилось. Наставник сказал: «Запомни, Саша, каждое такое дыхание — это чудо». С тех пор он сделал своей миссией защищать это чудо. Он проводил бессонные ночи, учился, оперировал, спорил с природой и болезнями и побеждал. Но сейчас, когда судьба коснулась лично его, все знания оказались бесполезными. Медсестра Лидия, его верная коллега и подруга, подошла к нему. Ее глаза были красными от слез. Она знала, ни одно слово не сможет смягчить боль. Но долг звал. Она опустилась рядом и тихо прошептала: «Александр, нам нужно подготовить тело». Это слово «тело» пронзило его сердце. Его сын не был просто телом. Он был мечтой, надеждой, воплощением любви его и Анны. «Я сам», — хрипло выдавил врач. «Он мой сын. Я зарегистрирую его. Я дам ему имя. Хочу, чтобы его похоронили достойно, даже если я никогда не услышу его смеха и не увижу его улыбки». Анна, его жена, все еще лежала в палате после тяжелых родов. Она смотрела в потолок. Ее глаза были пусты. Слезы высохли. Казалось, вместе с ребенком ушла и ее душа. В импровизированной детской комнате на столике лежал крошечный младенец, завернутый в белую ткань. Хрупкий, холодный, словно каменный. Александр опустился перед ним на колени, дрожащими руками гладя личико. «Почему?» пронеслось в его голове. Он вспомнил, как Анна с любовью гладила округлившийся живот, как они вместе выбирали игрушки и обои для будущей детской. Как он обещал, что будет лучшим отцом, всегда рядом. По щекам снова потекли слезы. Его работой было дарить жизнь, а перед ним была лишь тишина и смерть. «Прости меня», — прошептал он, касаясь крошечной груди. Он вновь начал реанимацию. Искусственное дыхание, массаж сердца, укол адреналина. Он сделал все по протоколу. Но сердце ребенка оставалось холодным и неподвижным. 15 минут отчаянной борьбы. В конце Лидия мягко коснулась его плеча. «Александр, хватит». Ее голос дрожал, но был полон сочувствия. Он вспомнил ночь, когда они с Анной выбирали имя, перебирая старые семейные альбомы и списки святых, улыбаясь в кухонной лампе, которая мерцала от ветра. Анна пробовала произносить имена вслух, проверяя, как они ложатся на дыхание, а он записывал в блокнот, рисовал рядом смешные усы и короны, потому что верил, имя должно уметь смеяться. Он купил крохотные носочки и спрятал их в ящик стола, чтобы доставать по вечерам и удивляться,
Что такое вообще возможно? Он строил планы на годы вперед. Первые шаги на деревянном паркете, облупившиеся перила на набережной Изера, летний дождь, от которого они будут прятаться под одним плащом. В клинике он много раз говорил студентам о стойкости и дисциплине, но сегодня понял, есть тишина, в которой любая речь рассыпается. Тишина, где врач остается просто человеком, и это не слабость, а истина. Он пытался разложить случившееся по диаграммам и протоколам, для которых привык быть непререкаемым авторитетом. Однако цифры таяли, как снег на ладонях. Даже стены радблока, всегда холодные и строгие, казались теперь уставшими, как ночной город после шторма. Лидия, заметив, как он смотрит на безымянный браслет на запястье младенца, поняла, имя уже выбрано в его сердце. Она не стала спрашивать, какое именно имя он хотел бы дать. Она просто положила рядом маленький карандаш и карточку, словно давая ему право на первый и последний штрих. Александр медлил, потому что боялся закрепить конечность потерь, но потом вспомнил свой детский страх темноты и голос отца. «Называй вещи своими именами, сын, и они перестанут преследовать тебя». Он вывел буквы неуверенной рукой, как в школе, и почувствовал, что ему стало чуть легче дышать. Когда он снова вернулся к Анне, та попросила описать ребенка. «Расскажи мне его лицо». Он говорил тихо и подробно, как описывают редкую звезду, боясь спугнуть свет. Он перечислил все, что успел заметить. Едва намеченную ямочку на подбородке, узкую переносицу, тонкую линию ресниц, которые казались слипшимися от ночного тумана. Анна слушала и держала его за руку так крепко, будто корабль в шторм держит канаты. Александр бессильно рухнул на колени, а потом подполз к жене, обнял ее за руки и разрыдался, как никогда раньше. «Анна, прости меня», — шептал он. Женщина, измученная, с бледным лицом провела рукой по его щеке. «Это не твоя вина, любовь моя», — прошептала она. «Ты сделал все, что мог». Но он не мог смириться. Когда все вокруг стихло, Александр снова взял малыша на руки и вернулся в соседнюю комнату. Там, в полной тишине, он поднял одну руку к потолку, а другой прижал ребенка к груди. Впервые за многие годы он обратился к Богу. «Господи, умоляю Тебя, не забирай его. Это несправедливо. Я ждал его всю жизнь. Я все делал правильно. Почему именно он?» Его голос срывался. Он уже не кричал от гнева. Это был вопль боли. Лидия, наблюдавшая из дверного проема, сдерживала слезы. И вдруг произошло нечто, что казалось невозможным. Александр замер. Он почувствовал, тело ребенка становится теплым. Он коснулся груди сына и ощутил движение. «Он теплеет», — прошептал врач. Лидия застыла, и через секунду все сомнения исчезли. Крошечная грудь вздрогнула. Сердце ребенка забилось. А потом раздался тихий писк, который перерос в пронзительный крик. Звук эхом прокатился по коридорам клиники. Медсестры, врачи, все услышали его. Анна, лежавшая в палате, дрогнула всем телом. Слезы хлынули из ее глаз. Александр, плача и смеясь одновременно, прижал ребенка к груди. «Он жив! Мой сын жив!» Лидия закрыла рот руками и упала на колени, не веря своим глазам. Младенца сразу же перевели в отделение интенсивной терапии новорожденных, так положено для недоношенных детей. Но врачи были поражены. Его показатели оказались лучше, чем у многих доношенных малышей. История быстро разлетелась по Мюнхену и всей Германии. Газеты писали о чуде. Ученые пытались объяснить случившееся. Кто-то ссылался на синдром Лазаря, при котором сердце может вновь заработать спустя время после реанимации. Но Александр
Анна и Лидия знали правду. Они были там. Они чувствовали тепло и знали. Чудеса случаются. Позже, уже отходя от первого потрясения, они обсуждали и медицину, и человеческое сердце. Коллеги вспоминали, как часто случаи, выходящие за рамки объяснимого, оставляли врачей в состоянии благоговения. Клиницисты говорили о необходимости внимательного наблюдения и о том, что никогда нельзя опускать руки преждевременно, ведь иногда маленькое движение, едва уловимое прикосновением, становится началом большой истории. Для Александра это событие стало не только семейным чудом, но и глубоким уроком человечности. Он понял, что даже многолетняя профессиональная уверенность не защищает от чувств, и что врач – прежде всего человек, способный любить и страдать. Анна, обретя сына, медленно возвращала себе силы. Ее глаза вновь наполнились светом надежды. Лидия осталась рядом, как всегда, поддерживая и разделяя радость. С тех пор семья по-новому смотрела на жизнь. Каждый их день наполнялся благодарностью за вторую возможность, за звук маленького дыхания, за обычные шаги по квартире, которые раньше казались банальными. Александр вернулся к работе, но уже с иным пониманием. Теперь он не только акушер, спасший тысячи рождений. Он отец, чей опыт встречи с трагедией и чудом навсегда изменил его. Он стал внимательнее относиться к молодым коллегам, чаще повторял студентам, что профессионализм и человеческое сердце должны идти рука об руку. И хотя скептики и ученые искали рациональные объяснения, для тех, кто пережил это рядом, факт остался прост и ясен. Чудеса возможны. Этот случай вдохновил многих, дал надежду семьям, оказавшимся в похожих ситуациях, и стал одной из тех историй, которые люди пересказывают, чтобы напомнить друг другу о хрупкости и ценности жизни. Что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями и чувствами. Иногда простое слово поддержки может стать большой опорой для тех, кто проходит через трудные времена.